Когда вы запускаете игровой движок Default и создаете первый пустой проект, первое, что вы видите при открытии файла Main Collection – прямоугольную сетку и две направляющие линии. Одна из них отображается красным цветом, а другая – зеленым цветом. К чему это я? Если кратко, когда-то алгебра и геометрия существовали отдельно, но некоторые великие умы человечества связали их воедино, и в результате этого объединения родилась аналитическая геометрия. И благодаря ей мы можем писать игры, где числа действуют за кулисами и на основе вычислений появляются изображения на наших экранах. Все начинается с точки и кота. Предположим, у нас есть кот, который находится где-то в пространстве. Теперь переместим этого кота вправо. Где он находится теперь? Опять где-то в пространстве, но уже правее. А как нам описать и зафиксировать положение этого кота, чтобы мы могли быть точно уверены, что кот находится правее, а не левее изначальной позиции? Для этого нам нужен отрезок, который поможет нам фиксировать позицию нашего кота. На этом отрезке расположены точки, расстояние между которыми равно единице. Единичный отрезок – это отрезок от 0 до единицы. Так на какой точке расположен наш кот? И с какой стороны вести отчет? Как правило, берут точку 0 за начало отсчета и вдоль нее прокладывают ось вправо и влево. Таким образом у нас получается направленная ось или числовая прямая. Например, если мы хотим поменять местоположение нашего кота с позиции 3 в позицию -3, нам нужно сделать 6 шагов влево в сторону 0, то есть двигаться в отрицательном направлении. Стоит отметить, что для описания положения объекта в пространстве используется ось. Ось, в отличие от отрезка, не имеет границ. Она простирается от минус бесконечности до плюс бесконечности. И ограничена она может только границей вашего виртуального мира, листком бумаги, чертежом и так далее. Поэтому 1D-математика, или одномерная математика, это математика на прямой линии, где положение точки задается единственным числом, координата x, от начала отсчета. А смещение объекта задается с помощью дельта x. Давайте попробуем закрепить некоторые знания в редакторе Default. Давайте создадим два игровых объекта, один из которых будет отвечать за камеру, а другой будет содержать в себе просто спрайт. Создадим игровой объект, назовем его Point и добавим ему компонент Sprite. Ну и изображение по умолчанию добавим, который есть в дефолте у нас. Если мы сейчас запустим проект, то мы заметим, что игровой объект будет расположен в позиции 0,0. Как бы вы ни изменяли размер экрана игры. Для этого нам нужно создать камеру. Как вариант. Но в целях, скажем так, этого урока мы создадим камеру. И добавим компонент камера. Так, пока что я просто изменю. Настрою камеру для ортогональной проекции. Пока что речь не об этом, поэтому можете не вникать. Теперь, если мы запустим игровой объект, мы увидим, что... Если мы запустим проект, мы увидим, что игровой объект у нас сейчас расположен как бы в центре. На самом деле он и располагался в той же позиции, просто камера на этот раз его видит. Потому что если мы изменим сейчас камеру, то камера ничего не увидит. Ну, положение камеры, если изменим. Так вот, давайте попробуем один скриптик. Попробуем испытать один скриптик, который, скажем так, будет в тему. Добавим его к камере. У нас камера расположена сейчас в позиции 0. 0, 0. Вы можете заметить, что игровой объект тоже расположен сейчас в позиции 0, 0, 0. На данный момент мы рассматриваем только позицию x. И если мы сейчас запустим проект, вы увидите, что делает скрипт. Он рисует линию прямую, вот, горизонтальную и небольшую
вертикальную линию. Так. И сейчас что нужно сделать? Давайте поменяем позицию, допустим, на 250 по оси X и запустим. И мы видим, что да, игровой объект, он изменяет свое положение, когда мы изменяем его в редакторе. Компонент X у позиции. Вот. И, собственно говоря, вот такой вот получился простенький первый вводный урок в математику. Так, но если мы посмотрим скрипт, то мы увидим, что каждый кадр у нас отправляется сообщение в рендер о том, что нужно рисовать линию из позиции, которой вот указывается длина линии, да, от минус 960 до 260. Но это по оси X, а по оси Y изменяется от минус 10 до 10. Вот сейчас я изменил позицию len Y на Y. И мы тоже увидим, что вот у нас появилась линия. Вот, то есть мы в рендер скрипт отправляем сообщение, которое рисует нам линию. Вот. Ну, позиция берется из позиции игрового объекта, к которому прикреплен скрипт. То есть мы можем сейчас в point переместить этот скрипт, и мы увидим, что позиция вот здесь находится. То есть как-то так. Ничего страшного, если вы не понимаете этот скрипт. Это тема другого урока, и на данный момент сосредоточьтесь на том, что нужно понять математику в одномерном пространстве. То, что мы можем изменять положение игровому объекту с помощью координаты X. Одномерная математика – это математика на прямой линии, где положение точки задается единственным числом – координаты X от начала отсчета. Точка – это базовая геометрическая фигура без размеров, просто положение в пространстве. У нее нет длины, ширины или высоты, она неделима и не имеет частей, обозначается заглавной буквой, например, А или Б. Зачем она нужна? Из точек строятся все остальные фигуры, линии, отрезки, окружности. На плоскости задается координатами x, y. Единичный отрезок – это отрезок длиной 1 единицу, от 0 до 1, на координатной оси. Зачем он нужен? Он служит эталоном, от него отмеряют все остальные длины, как деление 1 на линейке. Если видео было полезным для тебя, лайкни, поделись и подпишись, чтобы не пропустить новые туториалы по Default. Поддержи проект, присоединяйся к сообществу в Telegram или на форум defolder.com. Оставляй комментарии с вопросами или идеями. До новых встреч!